Эта невероятная история произошла в Канаде. Когда Шон возвращался домой после удачного дня на рыбалке, он решил срезать путь через кусты вместо обычного маршрута. В этот момент его поразило величайшее потрясение. В его жизни он успел отойти всего на несколько метров от тропы, как вдруг прямо перед ним появился огромный черный медведь. Медведь был так близко, что он мог видеть, как ее нос шевелится при дыхании. Мужчина старался сохранять спокойствие и вести себя так, как его учили. Он поднял руки и увеличил свой рост, чтобы казаться более устрашающим и менее похожим на потенциальную добычу. Медведь поднялся на задние лапы и обнюхал его. Она была действительно угрожающе близко. Это было страшно. Но тут медведь сел и начал скулить. Сначала он отошел, готовый отступить, но ее болезненные стоны заставили его обернуться. Он заметил, что у медведицы на боку было несколько порезов. Ее передняя лапа также, похоже, была повреждена. Это может сделать ситуацию еще более опасной. Однако медведь не представлял угрозы. Вместо этого она выглядела просто удрученной. Шон вспомнил раннее утро. За рекой шла медведица со своим детенышем. Вероятно, это был тот самый медведь. Но что случилось, что она пострадала? А где был медвежонок? Эта мысль немедленно заставила Шона действовать. Он понял, что медведь просит его о помощи, и осторожно последовал за животным к реке. Оказавшись у реки, Шон лихорадочно искал медвежонка, а мать-медведица все еще сопровождала его, но медвежат он не увидел. Это было странно. И вдруг из воды появилась темная голова. Шон сосредоточил взгляд на этом месте. И действительно, голова медвежонка снова высунулась, как будто вцепившись в камень. Вода текла по медвежонку. Он не сможет продержаться дольше. Шон подозревал, что медведица тщетно пыталась спасти своего детеныша и при этом была ранена. Понимая, что она не сможет сделать это в одиночку, она пошла за помощью и нашла Шона. Шон не мог позволить медвежонку утонуть прямо у него на глазах, но он по личному опыту знал, насколько сильным и опасным было течение на этом участке реки. Прыгнуть без подготовки было бы опасной для жизни ошибкой. Ему пришлось придумать план. Он быстро схватил свои рыболовные снасти и веревку, которую обычно использовал для ловли рыбы. Он надежно привязал веревку к своей талии и оставил длинный кусок лежать перед собой. Другой конец веревки он крепко привязал к дереву на берегу реки. Затем он решительно прыгнул в воду. Течение в воде оказалось даже сильнее, чем он опасался. Изо всех сил Шон пробился к скалам, где он в последний раз видел медвежонка. Опыт Шона в качестве бывшего морского котика сослужил ему хорошую службу, поскольку неопытный пловец, возможно, не смог бы выжить в таких бурных течениях. Он подошел к камням и задержался, чтобы увидеть, где именно находится детеныш. На мгновение все, что он мог слышать, это рычание и стоны медведицы на берегу, которая отчаянно ходила туда-сюда и явно волновалась. Но она, казалось, понимала, что слишком опасно снова погружаться в стремительную воду. Вся ее надежда снова увидеть своего детеныша теперь возлагалась на этого необычного человека. Шон тяжело дышал и был в замешательстве. Бурный прилив и постоянное наводнение мешали ему определить точное местонахождение медвежонка. Он был вне себя от радости, когда увидел перед собой голову медвежонка. Чтобы добраться до детеныша, ему пришлось бы лишь плыть дальше вниз по течению. Но затем, в трагический момент, медвежонок потерял контроль над камнями и был унесен рекой. Его голова исчезла в темной воде за долю секунды. Шон без колебаний прыгнул за ним и поплыл изо всех сил. Если бы он потерял медвежонка в этот момент, он мог бы быть потерян навсегда. Маленький медвежонок ушел под воду и, казалось, перестал сопротивляться. Ситуация выглядела ужасной, но Шон отчаянно сопротивлялся и поплыл за медведем. Но веревка, которую он обвязал вокруг своей талии, становилась все туже и наконец достигла конца веревки. Когда голова медвежонка появилась снова, он вовремя схватил ее. Он боялся, что медвежонок будет сопротивляться или поцарапать его, но медведь просто безвольно лежал у него на руках. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.